Данная часть курса или блок под названием «Элементарный» предназначен для того, чтобы абсолютно нулевым начинающим гитаристам дать список базовых понятий, теоретических знаний и какие-то упражнения. То есть, чтобы можно было твердо встать на ноги и начать заниматься чем-то более серьезным. Тем немного, но я постарался рассмотреть их достаточно доходчиво и прояснить некоторые вещи. Что же это за темы? Все, что делается в этих курсах, не рассчитано на практику. Больше все-таки рассчитано на теорию и на объяснение самых ключевых тем. Для каждого блока эти темы подобраны отдельно. Практика подразумевает либо самостоятельный поиск информации в интернете, какие-то книги, пособия, все что угодно. Или, конечно, работу с преподавателем. Но, возможно, я могу дать какой-то совет по начальной практике, если вы организуете ее для себя самостоятельно. Одна из ключевых вещей, которые я постарался подчеркнуть, это синхронизация рук в одном процессе. Для этого может быть использовано как упражнение, так и какая-либо песня из списка любимых. Тут, собственно, можно начать с того, что песни, которые выбираются для начальной практики, все-таки должны быть по вкусу. То есть не нужно заниматься по чьему-то совету или по собственному усмотрению композициями, которые не являются какими-то любимыми. Ну, то есть не надо учиться на той музыке, которая вам не нравится. По-любому найдутся композиции, которые будут содержать в себе те самые базовые аккорды, базовые навыки, но тем не менее вам будет приятно этим заниматься. Если вы преподаватель и занимаетесь с молодыми ребятами, ни в коем случае не надо навязывать им свои вкусы и каким-то образом проталкивать свои любимые композиции, чужие. Свой устав в чужой монастырь нести не надо. Нужно заниматься на своем. Ну а так, старайтесь, чтобы песни были в каком-то изобилии, чтобы их было не одна, две, три, ну а хотя бы около десятка разных композиций с разными задачами на ритмические рисунки, разные темпы. То есть ритмический аспект в этом вопросе большое значение все-таки имеет. Разные способы звукоизвлечения, переборы медиатором, переборы пальцами, соответственно, и рисунки боя также. Ну и разные тональности и разной сложности аккорды, композиции, в которых изобилуют аккорды с помощью баре, построенные очень полезно. Освоив несколько песен, около десятка, может быть меньше, но не одна или две, как я уже сказал, могут дать очень-очень твердый фундамент для того, чтобы дальше заниматься вещами куда более детализированными. Собственно, это и есть та самая фундаментальная основа или элементарная часть гитарного навыка. Думаю, данный блок на этом закончен.